Честно, как мы ожидали, так он и произошел. Финальный кастинг самый тяжелый. Собрались ребята со всего Казахстана, порядка 130 человек, финалисты. И практически все одного уровня. Ну, в принципе, я думаю, что мы все испытывали, и главный тренер проекта, да, Самат Кабирович, и скаут, и у нас была такая нервозность, потому что это же ответственность в первую очередь. Сонымен, қатысушыларымыздың жобаға кіруіне бір қадам. Соңғы іріктеуде өзін жақсы жағынан көрсету ғана қалды. Алматыға аймақтық іріктеулер кезінде жоба скауттары таңдаған адамдардың барлығы келді. Дәл осы күн біздің қатысушылардың тағдырын шешуші күн болуы тиіс. Олар өздерін ең жақсы қырларынан көрсете ала ма? Табандылық пен мінез көрсете ме? Скауттарды. Сондай-ақ қазақстандық футболдың аңыздары Давид Лория мен Самат Смақовтың назарын жаулай ала ма? Это проект Супербол. Все кастинги прошли. А теперь финальный этап. И нас 132 участника. Ну что ж, вперед к мечте! У вас сегодня может ваша жизнь развернуться на 360 градусов. Не только ваша жизнь, ваших друзей, ваших родителей. И это все будет зависеть только от вас самих, от вашего желания, настроя, бешеного настроя. Доказать самому себе прежде всего, что ты стоишь в этой жизни чего-то. Было такое легкое волнение от того, что мы где-то на пороге отбора лучших. Негізі Супербол деген естіген кезімде жақсы ой болды. Өйткені бұл үлкен мүмкіндік барша қазақстандық балаларға. Проект уникальный своего рода. Прям даже необычный. Он волшебный, знаешь, такой, что ребята просто откуда-то... Шанса такого не было ни у кого до этого. А сейчас появилась такая возможность, что просто ребята приходят и могут попробовать свой такой open tryout для всех желающих. Это, круто. Енді финал өткеннен кейін бәрі мықты ғой. Енді әркімнің өзінің мықтылығы болады. Өздері мықты. Қатты бірақ өзіме қиын болмады олар против ойнауға. Жолда, пойызда күн сайын ойлап отырдым, өтем бе өтпеймін бе деп. Ну, мне кажется, у меня есть вот в детстве вот эта футбольная мечта. В детстве мне родители сказали, то, что больше нужно к учебе. Но потом со временем поняли, то, что все равно эту любовь футбола не отнять у меня. В команде не было взаимопонимания. Каждый с друг другом спорил, говорил, куда и кому идти. Из-за этого недопонимания плохо играли. Руслан Хасеновтың жан тебірентерлік тарихы бүкіл Қазақстанда шарлап үлгірді. Біздің ақтаулық қатысушымыз 5 жыл бұрын әкесіз қалады. Ал мектепті бітіргеннен кейін футбол туралы армандауды немесе жоғары білім туралы ойланудың орнына жігіт өзін және анасын асырау үшін құрылыс алаңына жұмысқа кетеді. Егер Супербол жобасы болмаса, мүмкін Руслан допқа деген құштарлығын ешқашан есіне түсірмей, үй-жайлардың ішкі сылақтарымен айналысып жүре берер еді. Ақтаудағы іріктеуден өткен ол Алматыға өз тағдырын өзгертуге толық бел буып ұшып келді. Осы үшін ол тіпті ұшақ билетін несиеге алды. Здесь мы уже потом узнали о его вот этой длинной истории, которая на самом деле, что не все так просто у него в жизни. Узнав про наш проект, он прошел в Актау, но у него не было денег на проезд. И взяв кредит, этот парень сегодня прилетел на финал. И, насколько я знаю, сегодня же сразу же на месте этот кредит, который он взял, Давид Григорьевич ему сразу закрыл.
Но у нас был такой же поступок у Самата Смакова, теперь Давид сделал подобный поступок. Но я считаю, это максимально правильно. Мынадай жайсыздықтың орын алуын қарашы. Білегі сынды деген күдікпен оны жедел жәрдем бригадасы алып кетеді. Сәтсіз қақтығыстың салдарынан Ақтау қаласынан келген жігіттің арманы тез аяқталған сияқты еді. Іріктеуде мұнан қайғылы нәрсе болуы мүмкін бе? Бірақ бір сағаттан кейін Хасенов ауруханадан таксиге отырып стадионға оралады. Білегі сынбаған екен. Қолының қанталағанына қарамастан, Руслан оған тағы да мүмкіндік беруін өтініп, ұрысқа құлшынды. Кстати, вот сейчас в сети, в интернете рассказывают, как ты добирался, каким образом. Ну, я в Охтау работаю. Мама не работает, к сожалению. Папа 5 лет назад умер. Зарабатывал сам на стройке, евроремонтами занимался. Ты, правда, да, что в кредит взял, да? Да, кредит взял, чтобы прилететь на Супербол по финальной части. Это очень смелый поступок. И это говорит о том, что у тебя бешеное желание, настоящее желание бойца, который хочет сделать свою карьеру, футбольную карьеру. Я желаю тебе удачи, красавчик. Спасибо большое. Мы должны заниматься его реабилитацией, мы не должны бросать его на полпути. То есть мы должны как минимум восстановить игрока и дать ему возможность проявить себя дальше. Но что касается ребят, действительно все бились не на жизнь, а, как говорится, на смерть. Все хотели попасть. Поэтому сегодня сумасшедшая самоотдача была у игроков. Ну, здесь здесь лучшие игроки Казахстана, по сути. И каждый доказал то, что они будут по праву находятся здесь, в Алмате. Так что я считаю, этим они и лучше. Ну, есть пацаны, которые более выносливые такие, хорошие тоже, техничные. Ну, где-то у меня, может, опыта больше по сравнению с ними. Он обратил на себя внимание еще в Павлодаре. Мы не знали даже, сколько ему лет сначала. Когда мы посмотрели и поняли, что ему 25, мы слегка удивились, почему качественный игрок остался за бортом футбола. И понимаем, что у парня просто не было возможности себя показать. Мы эту возможность предоставили. Он приехал на финальный кастинг в Алмату и доказал, что независимо от возраста он должен получить шанс попасть в большой футбол. И я надеюсь, у него получится. Асылзат, финалдық кезеңге қош келдің. Жалпы жігіттердің деңгейі қалай? Енді мен өзім ойнап шықтым. Ойындарды көрдім, жақсы дайындалған жігіттер. Бәрінде орысша айтқанда боевой дейді, ол настрой. Сондай көрдім, көздеріне от көрініп, жанып тұр. Қиын болды ма? Алдыңғы кезде кастингтің айырмашылығы бар ма? Әрине айырмашылық бар. Осы кезең кішкене қиындау болып жатыр. Бағана өздеріңіз көрген шығарсыздар. Мен қақпашымын. Мен жаққа қарай шабуылдар өте көп болды. Және де негізі пенальти алып шықтым мен. Ана жақта соққан кезде алып шықтым. Команда өзімнің үлесімді қостым деп айта аламын. Және де орысша айтқанда 0-0 ойнап шықтым да. Енді қақпашы ол бірінші ойыншы. Сондықтан барлық жауапкершілік команданың, құрамның барлық жауапкершілік ол қақпашыға байланысты да. Сондықтан ол да оңай емес. Молодец. Асылда ең басты 0-ге ойнадың ғой? Ең басты 0-ге. Одан артық не керек? Безусловно, ей было тяжело, потому что она была одна. Естественно, она немножко расстроилась в тот момент, когда началась игра, и у меня было там несколько ошибок. Она молодец, она сегодня, играя с мальчиками, она не боялась, она шла в стык,
Она один раз даже прилично одному парню вставила. Тот где-то секунд 30 на газоне лежал от боли. Прям сжималось сердце, честно говоря. Я в перерыве подошел к ней, спросил, сможет ли она продолжить. Она попросила замену. Я не увидел в этом ничего плохого. Спасибо большое руководству футбольного клуба женского БИИК, которые согласились нам помочь. И Айзада буквально на днях поедет в один из лучших европейских клубов БИИК на просмотр. Күн тура мағынасында да ауыспалы түрде де ыстық болды. Ауа температурасы Цельсий бойынша 32 градусқа жетті. Ал трибуналарда достары мен туыстарын қолдау үшін жекелеген жанкүйерлер алаңдады. Міне таңертеңнен бері күткен басты кезең финалдық іріктеудің жеңімпаздарын жариялау сәтті де келді. Мы от всей души вас благодарим всех за сегодняшний проведенный день, за вашу работу, за ваш труд, за ваши отношения. Друг другу похлопайте, ребята. Сейчас мы начнем объявлять, Даниэль сейчас начнет объявлять тех ребят, топ-50, первые 25, кого мы объявим, это те ребята, которые будут в резервном списке. Да, вам уже объяснили, что такое резервный список. Потом в конце Даниэль объявит тех 25 ребят, которые попадают в Талгар на сбор. Но в первую очередь мы хотели бы начать с того, чтобы у нас есть одна наша фаворитка, это Айзада. Мы хотим сказать, что мы приняли решение нашей командой. Айзада отправится сразу на просмотр в 8-ю команду Европы, в команду БИИК, поедешь на просмотр. 111! Номер 42, 42. Номер 70, 70. У вас больше шансов на то, чтобы пройти дальше и выйти уже на суперфинал, супер игры уже спустя 2 месяца. Поэтому, ребят, мы вам каждому отдельно сделаем отдельную программу. С вами будут постоянно на связи. И я вам искренне желаю удачи, берегите себя. Мы ждем вас уже в шоу в ТОП-25. Сейчас мы, ребята, объявим тех 25 участников, которые сегодня уже заезжают на базу национальной сборной Казахстана по футболу в Талгар. Да? Супербол проект проходит номер 37. Вот и это. Итак, номер 32. Вот и Зека. Где вот и Зека? Номер 35. Вот и Збес. Номер 54. Елютерт. Номер 45. Карапес. Во. Красавчик. Номер 87. Сексенджета. Номер 39. Вот и Стогас. Номер 103. Жизыш. Номер 72. Жетписека. Номер 10. Номер 109. Чистогас. Итак, номер 95. Тохсамбес. Поздравляем. Номер 83. Сиксеныш. Номер 11. Омбер. Номер 88. 113. Жизоныш. Номер 107. Джесета.
Сейчас отдельно, наверное, мама закричит. Номер 78! 78! Так, номер 49, 49. Номер 4, 4. Красавчик. Номер 59, Елютогас. Итак, номер 73, Жетпесеш. Номер 24, Зирматер. 57, хорошо, 57. И номер 33. Вот здесь. Пацаны, ну, во-первых, всех хочу поздравить с окончанием финального кастинга. Вы все красавцы, вы все показали, вы все победители. Ну, все, что вы сделали, вы показали здесь, вы попали туда. Теперь там будет совсем другая работа и тоже будет очень многое зависеть от вас. Давайте вас еще раз я поздравляю. Наш топ-25 и, я скажу так, даже наш запас, резерв, довольно достойный. Поэтому я не могу сказать, что в первых 25 лучшие футболисты. У нас и в резерве есть отличные ребята, которые заедут и, скорее всего, дойдут до финала. Вы хотите реализовать свою мечту, вам дается шанс, но только вы способны его реализовать. Если ребята будут не выполнять требования, то они будут выбывать из проекта. Алматы финалдық кезеңге кездейсоқ таңдалған жоқ. Дәл осы жерде, қаладан 25 шақырым жерде, қасиеттінің қасиеттісі Қазақстан ұлттық құрамасының базасы орналасқан. Қатысушылар бір ғана мақсатпен келді. Олар жобаға өтіп, Жас Қыран стадионнан Талғарға бару. Базада бүгінгі күнге дейін тек ұлттық құрамалар ғана жататын, осы базада жұмыс істейтін. Бүгін енді сіздер бірінші болып келіп тұрсыздар. Пацаны, всем привет, добро пожаловать на базе национальной сборной, на той базе. Самое главное, наверное, арена страны, где каждый футболист мечтает побывать, но не у каждого это удается. Вы сегодня здесь, вы сегодня приехали, вы будете на протяжении 2 месяцев здесь готовиться. На протяжении 2 месяцев мы будем делать из вас профессиональных футболистов. Добро пожаловать. Ну, база национальной сборной – это святая святых в футболе, в нашем казахстанском. Здесь совершенно другая аура, здесь совершенно всегда другая атмосфера. Здесь постоянно собираются лучшие футболисты со всего Казахстана. И поэтому, ну, это своего рода для меня это мой дом. Что ты идешь? Давай тут, короче. Нарезку и вниз, да? Сказали? Надо сказать по-наски, короче, вниз. И носки, да, белые? Я на это давайте сюда. Почему? Не знаю, просто там зарядка есть. Сульфа. Давай. Ладно, здесь. Ну, я удивился, то, что здесь очень хорошо, здесь то, что очень приятно. И я здесь никогда не бывал вообще до этого.
біріншіден қатты қуандым осы программаның финалдық ақтық кезеңіне жеткеніме, және де осы базаның керемет жерде орналасқанына қатты таңғалдым. Табиғаты өте тамаша, поле тоже өте күшті. Біздің команда жаттығуға дайындық жұмыстарына толыққанды кірісіп үлгерместен бірден түрлі мәселелерге жолықты. Үлкен өкінішімізге орай, отбасы жағдайына байланысты Нұр-Сұлтан қаласынан жобаға қатысушы Сатыбалдиев Бахадир жобадан кетуге мәжбүр болды. Он вчера уехал из расположения команды, но он остается в проекте, ему так как находиться надо с мамой, сказали около 3 недель, я не знаю, сроки даже никто и не поставит, но мы ему сказали, что он будет находиться в резерве, и он будет обязательно, скорее всего, вызван на сбор, потому что дать надо ему шанс, потому что мы его так именно в тренировочном процессе, его восприятие, как он выполняет упражнения, мы еще не видели, поэтому у него будет шанс. Сондай-ақ медициналық тексеруден кейін жаттықтырушыларға кейбір қатысушылар туралы жағымсыз жаңалықтар айтылды. Медосмотр, он не то, что он необходим. Медосмотр – это, наверное, самая важная составляющая нашего шоу, потому что сейчас у нас уже есть проблемы, начиная с первого медосмотра, у нас уже 10 человек под некоторыми вопросами, так как их организм не адаптирован к большим нагрузкам. Поэтому сейчас мы, скажем так, делаем уклон именно на их здоровье первую неделю. Посмотрим на все, скажем так, графики, посмотрим на их кровь и на остальные анализы. И будем принимать решения по нескольким участникам касательно их здоровья. Это, получается, было на финальном отборе. Поле горело, 36 градусов. Я еще бутсы полил водой. Думал, легче станет. Но вышел, и ноги так сильно горели, что я просто стоять на месте не мог. Потом, когда матч закончился, я просто сел на скамейку, посмотрел, там вылезли большие волдыри. И сам не подумал, просто взорвал их иголкой. Обычно я всегда так делал, и потом моментально через день-два проходило все. В этот раз, не знаю, что случилось, там гной начал выходить, запустился. С актерским вратарем у нас ситуация такая, скажем так, вроде и простая, и сложная. Ему трудно поверить в то, что если мы ему говорим, что сейчас ты отправляешься на лечение, и после этого лечения возвращаешься все-таки в проект, он не верит. Мне сейчас полчаса это заняло времени, чтобы объяснить ему, что на самом деле, если у тебя... Он десантник, и у него в крови есть, скажем так, что-то доказывать и показывать. Если случится то, что меня обратно позовут, я буду очень счастлив. Потому что у меня другого шанса не будет, мне 19 лет, а потом заиграть очень тяжело будет после 20 и 21. Почему я маловероятно верю? Потому что в казахстанском футболе много всегда обещают. На моем примере тоже было, когда я в дубле играл, тоже кто-то где-то что-то обещали, но маловероятно все происходило. Во-первых, он сам виноват, потому что в футболе мозоль – это не травма. Мозоль – это самострел, это отношение к себе, отношение к своему здоровью. Он виноват сам, и у него там такая еще мозоль, которая не заживет ни за 2, ни за 3 дня, там дней 10 надо. 10 дней у нас нет, у нас большой резерв, у нас в резерве, если не ошибаюсь, 5 вратарей, и они все ждут своего шанса. Опустошение, что тут чувствовать, как будто ты свой шанс отпустил, где-то не доработал. Тяжело объяснить, это больше чувство, а чувство всегда тяжело передать. Но было такое опустошение, то, что я споткнулся, остановился на месте и все. Адлет, приветствую тебя. У нас, скажем так, сегодня, наверное, одно из самых сложных переговоров за последние несколько лет наших. С профессиональной точки зрения и вообще с внутренней, личностной. Ты, наверное, пример того, каким должен быть
участник и пример того, каким должен быть победитель нашего шоу. Теперь перейду к тому, что я хочу сказать. Для нас, если честно, это безумно, скажем так, сложное решение, что сейчас происходит. Наши медицинские показатели медицинского штаба и центра, который принимал твои анализы, я должен сказать о твоей, скажем так, о твоем тяжелейшем периоде в жизни, который ты пережил, и ты герой, ты просто герой. Честно, когда я узнал, до глубины очень сильно расстроился, меня это тронуло. После того еще, как мне показали фотографии, я его не узнал. Оказывается, если не ошибаюсь, года 4-5 лет я к этому мальчику, к атлету, ездил в больницу после того, как ему сделали операцию. И попросили нас приехать. Мама попросила приехать. Мы сделали ему подарки в качестве футбольных маек. Я ему подарил свою майку. Как раз я вернулся с Турции. Вот. Очень жалко, конечно. У парня есть все, чтобы стать профессиональным футболистом. Не зря мы его выбрали. Мы даже и не знали о его болезни. То есть здесь никакой речи не идет о какой-то жалости. Мы его выбрали именно по футбольным параметрам. К сожалению, ты не можешь пройти дальше после окончания шоу. То есть ни один профессиональный клуб по закону не имеет права тебя подписать. На сегодняшний день у тебя процесс прохождения ремиссии. И твои анализы на сегодняшний день говорят о том, что твоя болезнь пока на сегодняшний день полностью не побеждена. Его мечты поставить под угрозу, честно говоря, это не из самых приятных была встреча, в плане того, что эмоционально мы 2 дня искали какое-то решение. Если мы дадим ему сейчас большие нагрузки, это может спровоцировать возврат этой болезни в несколько раз. Поэтому, говоря о нем, я могу сказать о том, что я уверен, говорю от себя и от моей команды, то, что мы его не оставим ни при каких условиях, мы ему будем помогать. И тот путь, который он в своей жизни выберет, мы его обязательно будем поддерживать. Сейчас мы этого не делаем по одной причине: мы не хотим тебя обманывать. Нам нужно сейчас наблюдать за твоим здоровьем, и как только все наладится, этот контракт будет лежать у тебя. Как врачи нам подтвердят, что все хорошо, и ты можешь выполнять нагрузки уровня профессионального футболиста, мы в этот же момент включаемся и помогаем тебе в твоей профессиональной карьере. Понимаешь, сделать это ради кадра, ради того, чтобы вот мы такие молодцы и подписали, а потом тебе сказать: ну нет, дружище, извини, какой контракт, мы тоже этого не хотим. Давай, береги себя, мы сейчас с тобой, в любом случае, мы здесь, рядом, ладно? Да. Хорошо? Ты молодец. Ты с нами, все, мы тебя никуда не выбрасываем, ты с нами, мы найдем решение. А мы обычно свою семью себе берем-то уже навсегда. Ты понял? Давай, береги себя, хорошо? Честно, я очень сильно расстроился, что у этого парня уже не получится участвовать в проекте именно как футболист. Өзімді бір жағынан жаман сезімде болдым. Оданша өтпей қойған дұрыс шығар деген ойлар болды. Если бәрі осылай бітетін болса. Өзіме деген өкініш болды сол. Жаңа өзім естіп жатқан аурудың кесірінен өкініш те болды. Бірақ өкінбеймін келгеніме, өз-өзімді көргеніме, осындай балалармен танысып, тренерлармен танысқаныма. Ол кезде больницаға еніп жатқан кезім, сол кезде енді психолог менің немді типа настроением көтергісі келген, и маған айтты, что чем увлекаешься дегенде сұрады. Мен айттым, футбол дедім. Это твое хобби деді. Нет, мен айттым, что мен футболды реально жақсы көремін деп. Сосын типа подарок қылып, ол маған Смахов шақырып берді больницаға. Келді, сол кезде екеуміз кездесіп футбол туралы сөйлестік, көп нәрсе туралы сөйлестік, менің ауруым туралы сөйлестік. И сол кезде Смахов айтқан, что типа скоро сен жазылып біт, и давай с тобой свяжемся деп, посмотрим, как ты сыграешь деген. И осы неге келген кезде маған көп айтқан, енді достарым бәрі есі біледі ғой, кездескен Самат Смаховпен. Олар айтқан маған, типа сол арқылы өтіп алсай дегенде ше.
мен бір ауыз айтпадым келген кезде. Ол вообще мен әлі келген танымады деп ойлаймын. Мен мынандай болды да, если мен айтсам ол маған қарайды деген ой болды да, менде стоп, андай қарап жүрген, лучше өзім дәлелдеймін деп ойладым. Ну, ребята, как тренировки? Отлично, хорошо. Вы знаете, помимо тренировочного процесса в нашем проекте есть и развлекательная часть Супербола. Сегодня будет челлендж. Я вас приглашаю в белой форме. Я так понимаю, команда легендарного капитана сборной Казахстана Давида Лори. С левой стороны в синей форме команда легендарного капитана Самата Смакова. Я так понимаю, вы уже готовы к челленджу. Таких челленджей на протяжении проекта Супербол у нас будет очень много. По итогу каждого челленджа команда зарабатывает 1 балл. То есть команда-победитель зарабатывает 1 балл. И на протяжении проекта выигравшая команда получает суперприз. Какой суперприз? Естественно, это будет секрет. Начнем первый челлендж. Всем удачи! А я, естественно, за команду Давида Лори. Ребят, касается моей команды. Необычный челлендж, который будет продолжаться на протяжении всего проекта, поэтому надо собраться, и сегодня только победа. Готовы? Я обращаюсь к своим ребятам, к своей команде. Ребят, вы должны знать, что мы с ним, на поле мы с ним не друзья. Поэтому сегодня мы должны победить. Вперед, ребята! Андай, поддержка, давайте, поддержка, типа, давай, как чемпионат мира. Чемпионат мира, дамы и господа! Раз, два, три, давай! Стоишь или бьешь? Мы бьем, а не стенку ставим. Давай. Пацаны, идите сюда. Все готовы? Сегодня только победа. Вперед!
друзья, вот и завершился наш первый челлендж. Я с удовольствием хочу объявить победителя. Итак, в первом челлендже 1 балл зарабатывает команда Давида Лорио! Один единственный гол. Ну, ребята, мы поздравляем вас. Я думаю, что это было интересно для нас всех. Но здесь правильно главный тренер сказал секунду назад в нашей личной беседе. Из 24 ударов мы забили всего 1 мяч. А какой бы это ни было шоу, то есть развлекательный челлендж и дружеский челлендж, мы должны не забывать о том, для чего мы здесь собрались. Поэтому давайте к следующим, даже вот таким развлекательным вещам относиться серьезно. Поздравляю, белых! Пацаны, ну первый челлендж, дистанция большая, ничего не расстраивайтесь, это всего лишь только первое поражение. Пусть белые понюхают, остальные все наши будут, не расстраиваемся. Командная работа сейчас очень нужна. Они сейчас больше думают о том, чтобы их увидели, обратили на них внимание, поэтому они стараются все внимание на себя переключить, на футбольном поле, индивидуальные моменты. Поэтому мы стараемся сейчас максимально их, скажем так, направить на то, чтобы они, конечно, больше были командой, чем индивидуальные качества. Вот, поэтому что нас ждет? Нас ждет веселое время, ждут чуть позже некоторые конфликты, недопонимания. Но это нормально, это процесс, который мы должны пройти все этапы. Этапы переживаний, эмоций, потом стрессов, так как они будут вдали от своих семей. Многие домашние никогда в жизни с семьей не расставались. А тут пару месяцев вообще без семьи, без голоса родных и близких. Ну вот, мы уже видим потихонечку слезы, мы видим потихонечку недовольство. Это нормально, нормальный процесс. Базадағы бірінші апта эмоционалды жағынан шын мәнінде өте қиын болды. Финалдық іріктеу кезінде өздерінің үздік футболын көрсеткендер тарихи орынды. Ұлттық құраманың Талғар қаласындағы оқу жаттығу базасын көрді. Жас футболшылар үшін нағыз және кәсіби футболмен жанасу үлкен қуанышқа айналды. Ал әділеттің оқиғасы біздің жобаның барлық қатысушыларын таң қалдырды. Біз жас жігітке тезірек сауығып кетуін, ал жобаның барлық қатысушыларына шыдамдылық пен сәттілік тілейміз. Алдымызда үлкен оқиғалар күтіп тұр.